Здравствуйте, представители знака зодиака Весы. Февраль 2024 года, таро-прогноз, гороскоп по 12 домам гороскопа. И мы зададим самый главный вопрос: как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака зодиака. Конечно, февраль – это особенный месяц, потому что 2024 год, год дракона – это високосный год. И февраль, он имеет как бы дополнительный день. Если в обычный год 28 дней, то здесь как раз 29. И поэтому планетарно еще у нас будет два стелиума. Стелиум – это скопление планет. И вот здесь будет дважды. 17 февраля три очень мощные планеты, очень важные планеты, которые оказывают влияние на основные составляющие нашей жизни. Это Плутон, Марс и Венера. И 29-го, в дополнительный день високосного февраля, здесь будет еще один стелиум. И будут те планеты в первом градусе рыб, которые еще более важны. Это Солнце, Сатурн и Меркурий, мои дорогие. Как какая-то информация может к вам прийти, и словно пространство вас подводит к какому-то итогу. Либо это вы уже где-то готовы внутренне к развороту событий каких-то, вы могли, где-то за предыдущий период уже сделать выводы и, условно выбрать направление, и значит что-то вы сможете расставить по местам. Или вот как информация, которая отчасти для кого-то может быть и внезапной, но если так оглянуться назад, то можно вот эту логическую цепочку событий и проследить тоже. Словом, с чем-то мы определимся, что-то будет для нас более ясным. Или даже если, правда, вот та информация, которая нас, так застанет врасплох, кто знает, то это все равно будет означать то, что вы с каким-то направлением в своей жизни будете определяться наверняка. Это так, если в целом планетарно, но не всегда таро-прогнозы совпадают с гороскопами астрологическими, и поэтому мы до 12 домов гороскопа сделаем с вами прогноз. Каждый дом гороскопа отвечает, как известно, за ту или иную сферу жизни или личную жизнь. И вот первый дом гороскопа отвечает за мое я, ваше я, будем так говорить. Это личность ваша, мои дорогие, или где-то ваше настроение. Общий фон месяца. Вот давайте достанем карту. Чего будет касаться или что для вас будет в приоритете? У кого-то личная жизнь, у кого-то просто может быть человек, это может быть и партнер по бизнесу или по работе, может быть по работе даже руководитель. Но, конечно, часто по кубковым картам двора идут именно наши близкие, супруг, супруга. Неважно, что у нас здесь король кубков. Это какая-то личная история. Об этом могут говорить карты, тем более это общий прогноз. А для кого-то конкретно человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды – рыба, рак, скорпион, или имеет в этом знаке асцендент. Вообще так вот для всех, да, если мы берем чисто энергетику этой карты, это ось, отношения, финансы. Вот поэтому где-то будут разворачиваться события, или ваше внимание будет словно приковано вот к этим двум сферам жизни. Что-то вы будете решать, или сам вопрос, который как раз может быть увязан и с учетом отношений, и одновременно финансов, недвижимости, имущества или вопросов, касаемых работы, кредита, каких-то займов, одним словом, денег. Вот как раз про деньги второй дом, это финансы, давайте узнаем. Нам говорят, деньги будут, но все-таки паш Пентакли – это какие-то больше новые начинания или то, что мы хотим осуществить. И если рыцарь Пентакли, который так повыше, чем паш, это своего рода марафонский забег, как я его называю, на долгий период времени, лет на 10-20, вот, наверное, как по Плутону. Тут паш – это где-то преддверие наших начинаний. Тут вы как раз можете сосредоточиться на каком-то своем новом проекте или проект старый. Есть какие-то обновления. Вы, может быть, то, что где-то пробуксовывало раньше, вы увидите, как знаете, с чистого листа. Или увидите ту возможность, как можно что-то не кардинально ломая, а вот добавив какие-то
нюансы сообразно периоду времени или тому, что актуально. Вот как будто внести такую свежую ноту в любое дело, которое касается именно зарабатывания денег, как взгляд в будущее. Идем дальше. Третий дом. Коммуникация, социум, коллеги, соседи, родственники далекие и короткие поездки. Давайте мы с вами узнаем. Ну, у кого-то встреча с родственниками, теми, которые далеко, или вообще, если мы говорим, наверное, вот все то, что я перечислила, и выпадает десятка кубков, то тут как раз какая-то радость. Ведь это сама по себе карта итога, счастья, благополучия, удовольствия от жизни. Правда, по третьему дому, как и коммуникации будут удачными, как для кого-то из вас могут быть и такие встречи с родственниками или далекими какими-то друзьями, может быть, для кого-то проиграются, которых вы не видели, не слышали о себе, люди напоминают. Или для кого-то из вас, мои дорогие, вот какая-то была у вас дружба или партнерские отношения, или то, что ничего не предвещало, что возьмет какой-то серьезный оборот. И правда, тут может так статься, что какая-то дружба перерастет или перейдет на новый этап взаимоотношений. У кого-то это закончится более тесным взаимообщением, и кто знает, и может быть вы решите жить вместе. У кого-то такое может проиграться. Наверное, чего бы тут ни касалось, или поездок, или контактов, то все со знаком плюс. Какая-то радость сама по себе и благополучие. Для кого-то могут быть подарки со стороны родственников или, может быть, вопросы наследства, кстати. У кого-то с учетом всех трех карт или каких-то дарственных. Тоже вот такое я могу допустить. Смотрим четвертый дом. Это очень важный дом. Это основа всего нашего где-то бытия земного и благополучия в целом. Это как дом непосредственно нашего жилища, так и чувство словно защищенности. Вот давайте мы посмотрим, что для вас, мои дорогие весы, карты вам скажут. Правда, деньги. Деньги будут, или вы. Кстати, для кого-то из вас, мои дорогие весы, вот эти новые начинания проиграются именно со значением работа на дому. И дом, и работа, и зарабатывание денег, и удачное, кстати, это будет, так, продолжение. Почему продолжение? Восьмерка пентаклей, как будто нам говорят, ты уже профессионал, и ожидается по этой карте дальнейший прогресс, как и в развитии вашего дела, плана, проекта самого по себе, да, когда, видимо, как и с вдохновением будет полный порядок, так и с желанием, что-то воссоздать как будто. И с деньгами тоже прогресс, мои дорогие. Правда, у кого-то проиграется. Раньше я ходила в офис, а теперь у меня удаленная работа на дому. Может быть, у кого-то сфера IT. Может быть, действительно есть какие-то перемены, когда вы, наоборот, и стремитесь путешествовать, кстати. И для вас эта сфера, когда я работаю сам на себя, может быть посредством и интернет. Тоже она привлекательна. Для кого-то из вас коммуникация, у нас выпадает десятка кубков и восьмерка пентаклей именно в четвертом доме. Вот эти две карты могут означать, как знаете, приток, может быть, популярности какой-то вашей, известности, приток в плане людей, которые о вас будут что-то положительно говорить, может быть, вас кому-то рекомендовать. И тут как и благополучие, так и финансы, все это в рост, все это в прогресс. Вот точно, как коммуникации, мои дорогие весы, это ваша сильная сторона. Вас это будет радовать. И где-то это будет пересекаться, может быть, даже с работой. Хорошо, идем дальше. Пятый дом – это вообще у нас отдых, развлечения, как и творчество, хобби, досуг. Вот интересно, давайте посмотрим, что вам на февраль. Вот если хотели работать на дому, вы как будто найдете варианты себе. Может быть, даже вы пока вот на каком-то начальном этапе и не знаете, как к этому подступиться. Найдете вариант. Правда, вот этот самый лабиринт, он как будто для вас перестанет как таковым быть. Для вас что-то прояснится, и вы примете какое-то важное решение. И действительно, у кого-то из вас творчество может стать основным способом заработка. Среди вас все-таки ваша правящая планета Венера, и как раз творческих людей очень много. Вообще, я бы сказала, для творчества, просто зеленый свет.
это точно. И какие-то возможности. И если мы говорим туз мечей, он один, да, это всегда, ну, где-то то решение, которое однозначно мы принимаем, словно отрезаем что-то. А что отрезаем? То, что не имеет значения. Поэтому вы можете от чего-то отказаться, что либо устарело, либо не имеет какого-то смысла. Ну вот абсолютно ясность мысли, чем следует заниматься, а чем нет. И даже если это касается вдохновения, творчества, досуга, здесь какое-то очень важное решение в вашей жизни вы будете в феврале принимать. Идем дальше. 6-й дом, и это называется дом здоровья. И хоть на канале Таро Инспирационы, в принципе, мы не смотрим вопросы здоровья, религии, вероисповеданий, но поскольку Таро прогноз на 12 домов гороскопа предполагает 6-й дом, это не только здоровье, тут еще контекст такой возможной травмы. То есть вот мы с вами давайте посмотрим на предмет, что нам скажут здоровье в 6-м доме карты Таро. Для вас, мои дорогие весы, на февраль. Знаете, я бы сказала так, не торопитесь, все подмечайте. Потому что, ну, с одной стороны, это карта информации и скорости. Вам может прийти какая-то, как весть, и кто знает, у кого-то это правда. С одной стороны, если мы поторопимся и будем что-то делать, ну, либо наспех, либо, знаете, вот есть такой момент, на автоматизме, не придавая значения деталям, то можем что-то и, ну, как будто упустить. С другой стороны, может быть, есть какая-то новость, может быть, вы проходили обследование плановое, рутинное, и здесь придется, как будто получаете новости, надо пройти до обследования, еще что-то узнать. Может быть, сдать ряд анализов, может быть, еще какое-то обследование аппаратное, лабораторное пройти, как будто на что-то нужно отреагировать, мои дорогие, не оставлять что-то на потом. И здесь немножко, конечно, у каждого по-своему. Карта нам не говорит ни про плюс, ни про минус, а как будто о вашем быстром реагировании и о том, чтобы вы должны быть внимательны к самому себе и к собственному здоровью. Но чаще как раз вот эта карта, именно, мои дорогие весы, она проигрывается со знаком плюс. Солнце, видите, как будто восходит. И я могу предположить, если для кого-то из вас, мои дорогие весы, вопросы здоровья, может быть, вы уже проходили обследование, может быть, по какому-то хроническому заболеванию, и как раз прежде было больше вопросов, нежели ответов, то здесь вы получите заключительный диагноз. Или, может быть, для кого-то из вас, если под вопросом стоял такой совсем грустный диагноз, то тут он может быть изменен тоже. Ну, у каждого буду говорить, по картам это здоровье мы не смотрим, но в общих чертах вот где-то так. Берегите себя. Идем дальше. И 7-й дом, брак, партнерство. Как партнерство по работе, по бизнесу, так и в личной жизни. Хотя вот у нас как раз король кубков и говорит, что есть это партнерство, и оно, судя по всему, вас должно радовать. Хотя у каждого своя какая-то история, но кто знает. Итак, 7-й дом. А вы знаете, оставьте прошлое в прошлом. Чем быстрее мы, 13-й арканы, старшие, тут какая-то история, цикл какой-то завершается, и нам говорят, не оборачивайся назад. Это есть такой момент перехода, когда есть у нас и разочарование, но как будто вы точно знаете, какие отношения вы не хотите продолжать. И знаете, если мы даже позволяем себе о том человеке, ну, может быть, есть и что-то хорошее, есть и со знаком минус. В любых, наверное, отношениях присутствует вот эта полярность. Но если мы позволяем часто и долго думать о конкретном человеке, которого, по сути дела, пора проводить из жизни, или уже какая-то история состоялась и уже финал как будто известен, то если мы без конца думаем о нем, мы не сможем встретить новую любовь, нового человека, нового партнера. Может быть, это и по бизнесу, по работе, ведь тоже такое. Тут вы будете все по местам расставлять. Знаете, правда, у кого-то закончится предыдущее партнерство, и вы будете менять что-то по работе, а у кого-то это может проиграться в личной жизни. Есть, знаете как, какой-то гештальт закрываем, или словно видим, что же есть в реальности. Вот вам этого даже захочется. И пространство, Вселенная могут для вас как будто так, ну, состыковывать события какие-то вокруг вас именно.
дополнительно вас подталкивая к какому-то важному решению. Все же 13-й аркан, как и любой старший аркан, это событие извне. Или это поведение человека конкретного, или его реакция на что-то. Вы будете анализировать, и поэтому в какое-то прошлое вы точно закроете дверь, как будто оно не имеет уже значения. Но ведь это карта трансформации. И поэтому, мои дорогие весы, почему я начала с того, что я говорила, если вы часто думаете о том человеке, с которым уже все точки над «и» расставлены, то вы себе словно перекрываете путь в будущее. И ведь эта карта трансформации, повторюсь, это момент перехода между прошлым и будущим. Это есть окончание и начало чего-то нового. Для вас это важно рассмотреть. Кто знает, может быть, это вы как раз и познакомитесь с человеком, который в последующем сыграет важную роль в вашей жизни. У кого-то это может проиграться с учетом всех карт. И, кстати, вы можете даже познакомиться, решая какие-то вопросы по труду, по работе, по деньгам. Совершенно случайно. Мы же не знаем, где нас судьба столкнет с человеком, с которым в последующем мы можем долгие годы или общаться, или партнерство, либо в личной жизни, либо в бизнесе, в ваших планах, кто знает. Давайте мы пойдем дальше. И у нас следующий дом, это 8-й. И как раз это дом тайны, по сути дела, это дом секса, смерти, трансформации, по сути, неожиданностей или каких-то юридических вопросов. Вот давайте мы посмотрим, что для вас на 8-й дом скажут карты. Какие неожиданности. Какая-то личная история может проиграться так. Вот смотрите, королева кубков. Если мы перекладываем на какое-то действие, то, по сути дела, по королеве кубков бездействие, ожидание. Нам показано ожидание. У кого-то это может быть и правда ожидание для девочек, для женщин, ожидание «я жду ребенка». Вот такое может проиграться. Королева кубков и король кубков. Или какая-то личная ваша история, может быть, отчасти как родственники, или какая-то информация к вам приходит. Следите за собой, с одной стороны, потому что вот у нас выпадает карта скорости. И правда, если вы в положении, то собой нельзя рисковать. Вы на первом месте будете вообще от начала до конца. Быть внимательным к себе, к своему здоровью. И если мы говорим для всех нас, я не могу сказать, что есть какая-то синкопа или есть какая-то неожиданность по этой карте, мои дорогие. Но у нас рядом 13-й аркан. И кто знает, если мы говорим брак, партнерство, может быть, какие-то неожиданные события, связанные с родственниками, или, правда, у кого-то вопросы наследства могут быть, или еще какая-то личная история с теми людьми, которых вы, скорее всего, знаете, или, может быть, просто отношения в паре, и нет никаких неожиданностей. Здесь будет, мои дорогие весы, у каждого по-своему. Вот именно этот 13-й аркан. Но что бы ни происходило, вы, наверное, помните, что если какая-то история завершается или из разряда непреодолимых событий, вот на что вы не влияете, что-то происходит в феврале, вы это изменить никак не можете. Но назовите это судьбой, назовите это кармой, как угодно, но есть какая-то необратимость, что-то должно завершиться, понимаете? Или в чем-то должно быть достигнуто понимание, то понимание, которое не оставляет двойственных ситуаций, мои дорогие. Вот с чем-то, может быть, вы и будете как раз определяться. Идем дальше. И у нас 9-й дом. Дальние поездки, где-то философия жизни, философия в целом, религия. Что для вас, мои дорогие весы? Рыцарь кубков – это хорошее настроение, комплименты, радость. У кого-то предложение, правда, руки и сердца может быть. Или давай же поживем вместе, попробуем. Такое тоже вполне вероятно. Но если мы говорим дальние поездки, может быть, видите, как будто рыцарь все-таки, поэтому движение предполагается. Правда, если у вас были отношения на расстоянии, либо к вам может засобираться человек, либо вы к нему. Или какая-то ваша любовная история, личная история может где-то получить продолжение.
но и именно поездка куда-то состоится, может быть, вас двоих или по одному, но вот как будто все стремится к тому, чтобы быть вместе, мои дорогие весы. Есть, правда, какая-то личная история и, наверное, само движение самой по себе истории. То, что, может быть, прежде словно становилось на паузу или было непонятно, вы здесь будете как и прояснять, так для кого-то из вас и может проиграться этот февраль месяц, как движение в вашей личной жизни, в ваших отношениях, если вы, допустим, не в паре. Ну, а если вы человек семейный как раз, или вы живете в паре именно, то тогда, кто знает, это может быть какие-то подарки, или вы вместе куда-то начнете собираться, готовиться, может быть, к далекому переезду, и как и планировать личную жизнь на последующий период, так и вместе строить правильно планы на будущее. Может быть, для кого-то из вас вообще вопрос кардинального переезда будет совмещен именно с работой, как релокация офиса, и придется переезжать всей семьей. Вот где-то может и такая ситуация тоже проиграться. Вот давайте мы посмотрим на работу, как раз это 10-й дом, карьеру, власть. Что для вас в работе, в карьере, во власти? Ну, прекрасно. И, мои дорогие, посмотрите, восьмерка у нас как раз напротив находится. Это восьмерка пентаклей, дела, работа, бизнес, деньги, прогресс, профессионализм, экспертность и все со знаком плюс, еще и рост. И выпадает колесо фортуны. Правда, вам как будто может повезти, может быть, счастливый случай. Или не всегда эта карта проигрывается со знаком только плюс. Бывают и такие моменты, которые поначалу, как минимум, нам кажется какая-то нелепость. Вот знаете, что бы вокруг вас ни происходило, колесо фортуны – это всегда, знаете, как вот разворот этого маховика и влияние на нас каких-то событий извне. Вот случилось что-то вокруг вас, а вам как будто зеленый свет может быть открыт. Может быть, для кого-то это будет минус, мои дорогие весы, а для вас как раз это может проиграться каким-то плюсом. Какая-то возможность для вас, ну, совершенно неожиданная, и именно по работе, по власти, по карьере, с значением прогресса, как и в деньгах, так и смена вашего статуса. Вполне вероятно, через работу и через финансы. Но будьте внимательны. По колесу фортуны нужно куй железо пока горячо, держать руку на пульсе. Почему? Потому что мы чего-то не сможем отставить, как будто на потом. Здесь нужно сразу прореагировать, как минимум, если и не поехать, или не обязательно кому-то сказать «да» или «точка нет», вот, например, а общение само по себе, процесс какой-то, в который вам придется включиться и использовать то, что вам дает Вселенная. И помните, наверное, не забывайте, потому что все же Плутон в Водолее – это область иррационального, и поэтому то, что поначалу выглядит, ну, как-то по-дурацки непонятно, в последующем вполне вероятно, это будет какой-то вау-проект. Вот это может быть. Не всегда, согласитесь. Возможности приходят такими или в том виде, или образом, как мы это ожидаем. Иногда приходит, ну так, блекло, непонятно, кто знает. А если мы задумаемся и где-то начнем просчитывать, искать информацию, для себя какие-то альтернативные варианты рассматривать, то мы как раз и увидим, что ого, игра стоит свеч. Давайте посмотрим 11-й дом. Это у нас дружба и взаимопомощь. А тут, наверное, правда, посмотрите, что-то заканчивается. Не случайно я сказала. Будете делать вывод, мои дорогие, с какими-то, может быть, людьми вам придется расстаться, вы сами захотите, потому что итог вашей жизни к этому подводит. А для кого-то из вас это еще и новые будут люди. И как раз 20-я карта старшего аркана, это карта страшного суда, и говорит, это переходное значение, как пороговое, опять же, вот у вас сама по себе трансформация как будто в феврале и происходит. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. Может быть, если мы говорим про взаимопомощь, про дружбу, от тех, может быть, людей, которые были в вашей жизни словно, знаете, потребители где-то. Вы что-то делали хорошее, а обратного отклика не было, может быть.
или это те ситуации минусовые через людей, через отношения. И здесь как будто тоже, понимаете, вас пространство освобождает, помогает вам, наверное, вот это прошлое быстрее забыть, быстрее что-то оставить, как будто за спиной. И это как гора с плеч будет для кого-то, правда? Но это при поддержке высших сил, как будто вас сопровождают. И не только, ну, как будем говорить, высшие силы, но и ангелы-хранители за вами, мои дорогие весы, наблюдают и желают вам всего самого светлого и доброго. Не упустите, правда, что-то, но и не повредить себе, не надеяться на его величество случай. Все же помогают нам тогда, когда мы сами как будто прикладываем к чему-то усилия. 12-й дом. Вообще 12-й дом это то, что мы где-то можем скрывать, то, что для нас как бы тайной может являться. Это где-то наши фантазии, не без этого, мои дорогие. Но это может быть и действительно что-то скрыто, а в последующем какой-то проблемой может для нас выйти. Вот давайте мы в значении «что скрыто» и каких-то возможных проблем. Вот что такое мы должны увидеть по 12-му дому в феврале, вы, мои дорогие весы. Достанем карту. Что же скрыто? Какие могут быть проблемы или что мы должны рассмотреть? Будьте аккуратны со своими идеями. Будьте, может быть, отчасти аккуратны с людьми, которые родились под знаком зодиака стихии огня. Это у нас Овен, Лев, Стрелец. Но это так. Может быть, какая-то идея, которая вас увлекает, и вам хочется, знаете, так вот ринуться в бой. Или вам что-то предлагают, а вы думаете, вот я всегда этого хотел. Так вот, надо после своих желаний, после того, как вы чем-то вдохновились, все просчитать. И карта может как раз говорить, ведь что вам как будто в этих энергиях тоже следует быть. Что отличает королеву жезлов? Первое, она умеет правильно распорядиться деньгами. Второй момент, она никуда не торопится, несмотря на то, что карта огненная, импульсная, энергия, оптимизм. Но королева жезлов, она сначала просчитывает, она обладает определенным магнетизмом, с ней хочется дружить. Может быть, у вас человек такой появится. Тогда не спешите о нем делать какие-то выводы, пронаблюдайте, потому что по королеве жезлов она умеет хранить секреты, как свои, так и чужие. И поэтому ваши секреты она сохранит, но и о ней вы много не узнаете. Отличает ее где-то еще такое качество, как анализирует вот всю информацию, которую она слышит, и в последующем как будто использует на благо себе. Это полезное качество. Она не торопится, она словно правильно оценивает обстановку вокруг, что говорят люди. Люди же ей могут принести какую-то нужную информацию. Она как будто сама-то не спешит, но вот вокруг нее движение, турбулентность, людей много, это присутствует, но это ей помогает правильно сориентироваться в обстановке, в каких-то новинках, в течениях времени, может быть, законодательство, но любую, наверное, сферу жизни, какую ни возьми, может проиграться. А она имеет как будто свой план действий, поэтому в целом для всех нас очень полезно использовать такие энергии королевы жезлов. И это самостоятельный человек, в общем-то, который надеется на себя, но просто умеет правильно рассчитать риск. Вот, наверное, что скрыто правильно для вас. С одной стороны, может быть, нам сказали, мы не избежим финала в чем-то и в то же время начала сразу же. Да плюс еще колесо фортуны. И держите руку на пульсе, тогда вы все варианты, и как и плюс, так и минус правильные увидите и оцените. Вообще интересный для вас, мои дорогие весы, февраль. И я желаю вам искренне, будьте любимы, будьте счастливы всегда.